Всем привет! Сегодня готовим вкуснейшие лимонные пирожные родом из нашего детства. Для меня, например, они были самые любимые. Друзья, посмотрите, эти пирожные – сама нежность. Здесь вкусный, воздушный, белковый крем и лимонная прослойка, а также 2 полосочки из нежного песочного теста. Посмотрите, обалдеть! Видите, какая прелесть! Белковый крем, я сейчас покажу вам. Вот здесь прослойка лимонного крема. Это просто невероятно вкусно. Кто не ел такие пирожные в детстве, обязательно попробуйте их сейчас. И для того, чтобы приготовить тесто для этих замечательных пирожных, мне понадобится 3 желтка и 1 яйцо. Белки у меня пойдут для белкового крема. Также 500 граммов муки. Муки может уйти чуть больше или чуть меньше. Будем смотреть по консистенции теста. 150 граммов сахара. 200 граммов сметаны. У меня сметана такая достаточно жирная. Если будете брать именно жирную сметану, тесто получится вкуснее, более такое песочное. 100 граммов мягкого сливочного масла. 10 граммов разрыхлителя для теста. Пол чайной ложки соли. И также в тесто буду добавлять 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно заменить ванильным сахаром. В миску к желткам и яйцу я всыпаю сахар, добавляю соль, экстракт ванили, перемешиваю венчиком. Если хотите, конечно, можно взбивать при помощи миксера, но тесто такое простое, что прекрасно можно все взбить венчиком. Добавляю сметану, снова перемешиваю и добавляю сливочное масло. В полученную массу я просеиваю муку. Сначала просею примерно половину и добавлю разрыхлитель для теста. Начинаю замешивать тесто. Тесто должно получиться достаточно мягким. Слишком долго ничего вымешивать не надо, быстро все соединяем. Сейчас лопатку я убираю и просеиваю оставшуюся муку. Замешиваю тесто. Я вижу, что тесто у меня еще немного липковато, поэтому добавлю еще немного муки. Итак, посмотрите, какое тесто должно получиться. Оно получается очень нежное, мягкое, такое, можно сказать, на грани липкости. Но вместе с тем, как видите, к рукам оно у меня не пристает. Но если я его чуть больше помешу, оно опять начнет немного липнуть. Всего у меня ушло в тесто 520 граммов муки. Я добавила сюда еще 20 граммов. Готовое тесто я разделю на 2 равные части. Каждый кусочек теста я подкатываю вот в такой небольшой шар лепешку. Отправляю в чистый пакет. И тесто я отправлю в холодильник минут на 10-15. Тесто отдохнет, немножко застынет в холодильнике, и его легче будет раскатывать. Когда тесто отдохнуло, я перекладываю его на пергаментную бумагу, на которой же и потом буду его выпекать. Очень удобно раскатывать такое тесто при помощи второго куска пергаментной бумаги. Выкладываю сверху на тесто пергаментную бумагу и раскатываю кусочек теста в пласт толщиной примерно 3 мм. Постараться надо сделать одинаковую толщину пласта. Я раскатала первый кусочек теста. Сейчас убираю пергаментную бумагу. Посмотрите, как хорошо раскатывается тесто при помощи пергаментной бумаги. Толщина примерно 3 мм. Сейчас тесто вместе с пергаментной бумагой переношу на противень. И мой первый корж я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 12-15 минут.
Конечно, вы смотрите по своей духовке. Корж должен оставаться светлым, его не надо слишком сильно подрумянивать. Пока выпекается первый корж, точно таким же образом раскатываю второй кусочек теста. Мой первый корж уже испекся. Посмотрите, он получился вот такой, достаточно светлый, полностью готовый. Тесто очень мягкое. Сейчас, пока тесто горячее, надо разрезать корж на кусочки. Обрезаю ровненько края. Пока тесто горячее, оно очень хорошо режется. Все эти обрезочки теста затем пойдут на крошку. И сейчас этот пласт теста мне надо разделить на 10 равных частей. Размер каждого пирожного у меня будет примерно 10 на 5 сантиметров. Второй корж у меня тоже уже готов. И сейчас я его разрежу на точно такие же кусочки, как и первый. Если вы хотите, чтобы кусочки точно ровно совпадали, а это в принципе очень важно для нашего пирожного, я выложила сверху на второй корж первые кусочки и обрезаю точно по ним. Тогда у меня точно все пирожные будут очень четко совпадать. И сейчас для наших пирожных приготовим лимонный крем, или его еще называют лимонный курт. Для его приготовления мне понадобится, конечно, лимонный сок. Здесь у меня 100 мл лимонного сока, 150 граммов сахара. Кстати, сахар корректируйте по вкусу. Если вы хотите более такой сладкий крем, можно добавить чуть больше сахара. 2 крупных яйца. Если яйца у вас небольшого размера, берите 3 штуки. 100 граммов мягкого сливочного масла, цедра 1 лимона, примерно 5-6 граммов крахмала кукурузного, это такая 1 чайная ложка с горкой, и щепотка соли. В сотейник я разбиваю яйца. Фактически лимонный крем — это тот же заварной крем, только мы его готовим не на молоке, а с лимонным соком. К яйцам добавляю сахар. Сейчас хорошо перемешиваю сахар с яйцами. Добавляю соль, добавляю кукурузный крахмал. И также хорошо перемешиваю. Хорошо все перемешали. Теперь добавляю сюда лимонный сок и цедру лимона. Когда снимаете цедру с лимона, снимайте только верхнюю желтую часть, так как белая горчит. Перемешиваю. Я поставила сотейник на плиту и сейчас, все время помешивая, варим крем до того момента, как он загустеет и закипит. И после закипания варим еще примерно минуту. Самое главное, все время помешивайте, чтобы крем не подгорел. Посмотрите, крем у меня начинает закипать. Насколько он уже загустел, вы видите? Крем уже кипит. Огонь делаем чуть тише и варим крем еще примерно минуту. Пахнет, конечно, просто великолепно. Крем хорошо заварился, и я его снимаю с плиты. Если вдруг вы заметили, что у вас в креме есть комочки, или у вас достаточно такая крупная цедра, или вы не любите, чтобы кусочки цедры попадались в креме, можно крем процедить. Я этого делать не буду, мне нравится цедра, поэтому я не процеживаю крем. Сейчас сюда, прямо в горячий крем, я добавляю мягкое сливочное масло и перемешиваю. И мой крем полностью готов. Крем я закрываю пищевой пленкой, причем пленку я опускаю прямо в контакт, чтобы на креме не образовывалась корочка. И оставляю его до полного остывания. Сейчас для наших пирожных надо приготовить еще один крем. Это белковый заварной крем. Очень простой и очень легкий. Для его приготовления мне понадобится 3 белка. Я специально взвесила их. Вес 110 граммов. Для чего я взвешивала белки? Так как именно пропорции мы должны составлять от того, сколько белков. 110 граммов белков, значит сахара берем в 2 раза больше, 220 граммов. Берем 1/4 воды, это получается 55 миллилитров. Но я воды возьму чуть-чуть больше, здесь у меня 60 миллилитров, так легче будет варить сироп.
Также мне понадобится щепотка соли, 1 чайная ложка лимонного сока и добавлю щепотку ванилина, чтобы ароматизировать крем. В первую очередь будем варить сахарный сироп. В сотейник я вливаю воду и всыпаю сахар. Начинаем варить сахарный сироп, и фактически сразу, как только сахарный сироп закипит, будем взбивать белки. Сахарный сироп будем варить до пробы на мягкий шарик. Если у вас есть сахарный термометр, значит тогда варим сахарный сироп до температуры 118-120 градусов. Сейчас надо добиться, чтобы полностью весь сахар растворился. Помешиваем аккуратно, чтобы на стенках кастрюльки не образовывались кристаллы сахара. Если такое случилось, что кристаллики сахара образовались, просто их смойте чистой водой. Итак, у меня фактически весь сахар уже растворился, и я сейчас начну параллельно взбивать белки. В чистую сухую миску я выливаю белки. Белки, кстати, у меня холодные. Можно использовать и теплые, и холодные белки. Они одинаково хорошо взбиваются. Добавляю в белки соль и начинаю взбивать. И видите, сироп у меня как раз очень так умеренно кипит. Итак, посмотрите, я хорошо взбила белки. Они вот такие хорошие получились, средней плотности. Этого вполне достаточно. Самое главное, белки надо взбить чуть раньше, чем у вас готов сироп, чтобы не переварить сироп. И сейчас проверим готовность сиропа. Я беру ложкой немного сиропа. Здесь у меня холодная вода. Капаю сюда сироп. И если я могу собрать сироп в мягкий шарик, у меня это получается, как видите. Сироп готов. У меня готово фактически все одновременно. Сейчас тонкой струйкой я буду вливать сироп в белки и взбивать. Взбиваем, не прекращая, пока не выльем весь сироп. Этот крем, конечно, просто великолепный, именно еще благодаря тому, что белки сырые мы завариваем горячим сиропом и происходит термическая обработка. Я сейчас добавила сюда весь сироп. Теперь, не прекращая взбивания, сейчас вот не надо останавливаться, так как это сделала я. Я добавляю сюда лимонный сок и добавляю ванилин. И продолжаю взбивать мой крем до фактически такого полного остывания, примерно 7 минут. Белковый заварной крем или классическая итальянская меренга у меня уже готова. У меня все готово для того, чтобы собрать пирожные. На первый корж я намазываю вот этот лимонный крем, лимонный курт. Сверху на лимонный крем я аккуратно выкладываю белковый заварной крем, примерно половину. Разравниваю лопаткой. Сейчас наступает очень ответственный момент. Надо ровненько выложить сверху вторую партию вот этих заготовок, печенюшек. Плотненько их тоже укладываем друг к другу. Теперь снова все промазываю лимонным курдом. И сверху на лимонный крем оставшуюся половину белкового крема. И все аккуратненько снова разравниваем. После того, как разровняли крем, выравниваем бока. Надо сделать крошку. Это классическое украшение для этих пирожных. Хорошо присыпаю пирожные сверху крошкой. Таким достаточно хорошим слоем.
Итак, посмотрите, какая красота получилась. И, конечно, сейчас остается самое сложное. Надо дать время пирожным пропитаться, хотя бы часа 2-3. Я же отправлю их в холодильник на ночь. У меня прошла ночь, и пирожные уже полностью готовы. И сейчас нам осталось их разрезать и, конечно, наконец-то попробовать. Разрезать пирожные я буду при помощи нитки. Так как тесто у меня уже разрезано, осталось просто разрезать крем. И посмотрите, я вот так вот выставляю нитку на месте вот этих разрезов. И вот так вот ею продавливаю. Все очень просто. Друзья, посмотрите, какая красота только получилась. Скажу вам честно, в этот раз я ходила кругами вокруг холодильника. Настолько мне хотелось съесть это пирожное. У меня вообще в детстве был целый ритуал по поеданию этих пирожных. Я сначала съедала крем белковый, а потом ела вот эти вот нежные полосочки теста. Это, конечно, просто супер. Я сейчас попробую. Какой нежный лимонный вкус получился у этих пирожных. Они в меру сладкие. Тесто получилось очень нежное. Вот чувствуется на тесте прослойка это лимонного крема и очень нежный воздушный белковый крем. Друзья, я всем рекомендую приготовить эти чудесные пирожные из нашего детства. И, кстати, обязательно пишите в комментариях, какие еще пирожные из нашего детства вы хотите, чтобы я приготовила. Я обязательно их сделаю. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изи Кук «Позитивная кухня». Всем пока!